У меня появился новый канал, на котором выходят пересказы по манхвам. Если тебе нравятся пересказы по аниме, то я уверен, что тебе понравятся и пересказы по манхвам. Ссылку на канал ты найдешь в описании. Хаякимару получил демонические способности после того, как 12 демонов украли части его тела, когда он родился. Затем его бросил отец и воспитал врач, который дал ему протез и обучил его владению мечом, чтобы вернуть части своего тела обратно. Наша история начинается с того, что мать пытается зачать ребенка. Ее муж обеспокоен тем, что происходит снаружи. Затем мы видим воспоминания о том, как муж посещает зал ада, таинственное святилище. Старик предупреждает его в храме, что если он не остановится, то выберет работу на демонов. Однако муж отказывается останавливаться, и пожилой мужчина пытается прервать обряд. Но муж бьет старика своим мечом. Позже мы видим, как муж призывает 12 демонов. Он представился как Дага, правитель Исикавы, служащий губернатора провинции Кага. Он умоляет дьяволов избавить его народ от разрушительных последствий голода и болезней. Он также хочет управлять страной и заявил, что готов на все ради этой власти. Затем свечи в комнате перегорают, и в них ударяет молния. У него на лбу появляется отметина, указывающая на то, что сделка была заключена. Вернувшись в настоящее время после того, как его жена родила мальчика, в младенца ударила таинственная молния. Это пугает акушерок, которые помогают при родах. Дага подходит к младенцу и берет его на руки, но обнаруживает, что у него отсутствуют глаза, нос, конечности, ноги и даже кожа. Он вспоминает, как заключил сделку с демонами, пообещав им все, что угодно в обмен на своего сына. Вага разражается смехом, понимая, что его мечта стать правителем страны вот-вот осуществится. Затем, несмотря на желание матери сохранить ребенка, он отдает своего сына одной из акушерок, чтобы избавиться от него. Дага говорит своей жене, что он заключил контракт с демонами, а это значит, что их сын не выживет, но он верит, что у них будет еще один ребенок, который будет управлять страной. Затем акушерка относит младенца к реке. Она намеревается отказаться от ребенка, но у ребенка, похоже, есть сильное желание жить. Вместо того, чтобы бросить его в реке, она сажает ребенка в лодку и пускает ее по течению, надеясь, что младенец выживет. Однако пугающее чудовище нападает на акушерку и бьет ее в ладоши. Однако слепой старик по имени Байвамару вмешивается и хлопает монстра в ладоши. Затем Байвамару замечает что-то странное в ребенке. Он не пахнет как человек или как существо, которое он только что победил. Вместо этого аромат, окружающий новорожденного, пахнет как проклятие. 16 лет спустя мы посещаем врача по имени Джукай. Он хорошо известен тем, что создает протезы конечностей для погибших на войне в знак скорби. Затем мы встречаем нашего главного героя Хаякимару, молодого парня с протезами, который направляется в деревню. Дорора – маленький мальчик, живущий в этой деревушке. Он пытается продать вещи, которые украл у группы мужчин. Затем Дорора сталкивается с группой мужчин, но ему удается сбежать. Позже Дорора останавливается, чтобы поговорить и покормить потерявшуюся собаку, позволяя мужчинам догнать его. Они угрожают причинить собаке вред, если Дорора снова убежит. Дорора избивают мужчины, которые продолжают насмехаться над ним. Затем они обнаруживают кого-то на мосту, это Хаякимару, и его протезное лицо привлекает их внимание. Дорора замечает, что странный человек смотрит на что-то позади них, а не на них самих. Внезапно из моря появляется какое-то существо и пожирает людей. Как раз в тот момент, когда монстр собирается схватить Дорора, появляется Хикимару и начинает сражаться с этим существом. Хикимару снимает свой протез руки, обнажая мечи, с помощью которых он сражается со зверем. Они сражаются на старом мосту, который в конце концов падает, хлопая в ладоши монстру. Дорора затем возвращает Хикимару его руки назад. Дорора приходит в восторг, когда обнаруживает, что тело этого человека состоит из протезов. Дорора узнает, что этот человек не может слышать, но он опытный воин, который только что спас его от чудовища. Его маска падает на землю как раз в тот момент, когда Хайкимару начинает дрожать. Дорора замечает, что кожа на лице героя заживает и отрастает снова без маски, и это пугает его. Одновременно с этим Дага становится свидетелем того, как молнии ударяют в зал ада, точно так же, как в тот день, когда он заключил сделку с демонами. Он направляется в зал ада, чтобы проверить, как там дела, но там он сталкивается с одной из 12 статуй демона, которая была расколота надвое. И его жена Нуи, которая восхищается своим вторым сыном Тахамару, вспоминает тот день, когда она потеряла своего первого сына. Вернувшись к Хайкимару, начинает плакать от радости, потому что теперь у него снова есть свое лицо. Затем Дурора начинает следовать за Хайкимару, привлеченный таинственным человеком и его боевым мастерством. Однако Хайкимару игнорирует вопросы Дорора и продолжает свой путь. Хайкимару делает яму, чтобы съесть немного лесных ягод и поймать немного рыбы на ужин. Когда Дорора обнаруживает, что он собирается съесть рыбу сырой, он вмешивается и помогает, разжигая огонь, чтобы приготовить рыбу. В это время Доро обнаруживает, что Хайкимару иногда страдает зрением и не может слышать или говорить. Дорора начинает задумываться о том, как он может извлечь выгоду из способностей Хайкимару. Хикимару не может видеть или слышать,
но он может обнаружить единственный огонь живых существ. Оттенок этого огня помогает ему обнаружить любые потенциальные угрозы, окружающие его. Он также обладает сверхчеловеческой силой и обостренными чувствами. Дорора разрешено сопровождать Хикимару в надежде, что он в конечном итоге уйдет, но Дорора этого не делает. На следующий день мы видим, как Дорора берет Хикимару за руку, так как он нашел способ для них зарабатывать деньги. В соседнем городе обитает монстр, из-за которого пропадают путешественники, и они будут вознаграждены, если смогут сразиться с ним. Дорора обращается к главному помощнику деревни Дёнкичи, который утверждает, что Хикимару отлично умеет хлопать монстрам, но просит компенсацию за то, что он хлопает монстру. Дорора и Хикимару принимают предложение вождя идеи ночлеги. Дорора замечает монстра, входящего в конюшню, где они отдыхали в тот вечер. Как ни странно, Хикимару игнорирует мольбу Дорора разобраться с этим существом, и монстр выходит из комнаты, никому не причинив вреда. На следующий день Дёнкичи вызывает Дорора и Хикимару на встречу с деревенским старостой, леди Бандай, которая оказывается очаровательной леди. Внезапно Хикимару поднимает свой клинок, чтобы напасть на вождя, но Дорора и слуги вождя останавливают его. В конце концов, они оба оказываются заточенными в кладовой. В этой комнате они обнаруживают слепого старика по имени Уэмару. Он открывает Дорора, что люди, у которых отсутствует зрение, такие как он сам и Хикимару, могут видеть огонь души внутри отдельных людей. Цвет этого огня предупреждает их о том, что этот человек представляет опасность. Как только гаснет свет, Хикимару быстро сражается с монстром, выходящим из колодца, прежде чем преследовать его. Тем временем пожилой парень ведет перепуганную Дорора по подземному переходу. Дорора видела, как Хикимару вышиб дверь в комнату, где находилась леди Бандай. Пожилой мужчина сказал Дорора, что душа леди Бандай окрашена в кроваво-красный цвет, что указывает на то, что она скорее демон, чем монстр. Дёнкичи отвлекает внимание Хикимару, когда он нападает на демона в комнате, заставляя демона бежать, а Хикимару преследовать его. Кроме того, пожилой мужчина в Дорора обнаруживает, что Дёнкичи, который пригласил их, обманул туристов, заставив их посетить город, позволив демону полакомиться ими. Хикимару побеждает демона, и демон возвращается к леди Бандай и показывает свою настоящую форму, которую Хикимару легко разрушает. Они узнают, что местные жители позволили демону, вселившемуся в леди Бандай, убивать туристов, так как город нуждался в деньгах от путешественников, чтобы выжить. Тора извиняется перед Хикимару за то, что отругал его раньше, когда они покидали деревню. Байвамару заверил Дорора, что Хикимару понимает его цели. Хикимару появляется из ниоткуда и пытается обнять Дорора. Но Дорора стыдится и отталкивает его. В конце концов Дорора узнает, что его зовут Хикимару, и рисует это на земле с помощью Байвамару. Еще одна статуя демона разорвана пополам в зале ада, отчего Хикимару начинает дрожать и восстанавливает свою нервную систему. Мы слышали о Джукае, человеке, который снабдил Хикимару протезом. У Джукая было ужасное прошлое, в котором он был вынужден медленно и жестоко убивать людей. Чтобы искупить свои действия в прошлом, он начал снабжать протезами конечности тех, кто потерял их. Во время одного из своих путешествий он наткнулся на ребенка-сироту по имени Канами, которого он усыновил и помог выжить, снабдив протезами конечностей. Много лет спустя Канами узнал об обвинениях, связывающих Джукая с лордом, который приказал его отцу хлопать в ладоши. Это привело Канами в ярость, и он подумывал о том, чтобы хлопнуть Джукая в ладоши. Однако он решил отказаться от этого, потому что понял, какое благо делает Джукай. Несмотря на это, он вернул протез, который дал ему Джукай, и покинул дом, в котором они жили вместе. Джукай был одинок, пока однажды не заснул на берегу реки. Когда он проснулся, то обнаружил, что малыш Хикимару все еще жив и находится на лодке. Джукай решил позаботиться о нем, установить протезы и научить его жить изо дня в день. После этого ему дали имя Хикимару. Затем Джукай понял, что Хикимару рисует монстров, поэтому, чтобы обезопасить его, Джукай научил Хикимару драться, и он стал искусно хлопать в ладоши. Монстры. Правая нога Хикимару регенерировала на следующий день после того, как он хлопнул в ладоши демона, подразумевая, что его болезнь была проклятием, наложенным демонами. Джукай в конце концов принял трудное решение позволить Хикимару уйти, и их пути разошлись. В настоящем Байвамару говорит Дорора, что Хикимару скорее всего проклят демонами, и что он восстанавливает свои части тела, хлопая в ладоши этим демонам. Хикимару внезапно просыпается и наступает на пламя. Дорора оттаскивает его прочь, но уже в первый раз Хикимару чувствует агонию. Дорора ищет убежище в хижине, но Хикимару остается снаружи под дождем. Дорора заводит разговор с женщиной, которая подходит к ним. Она представляется странствующей торговкой и говорит, что пришла сюда, чтобы помолиться за своего брата, который сражается на войне. Хикимару замечает фигуру с темной и пугающей аурой. Дорора следует за ним, когда он приближается к этому присутствию. Они натыкаются на человека, который ударил нескольких человек мечом. Этот человек говорит, что он не убивает добровольно. Проклятый меч заставляет его делать это, потому что он жаждет крови и имеет влияние на своего владельца. Хикимару узнает, что в этом мече заключено зло. Хикимару и человек, несущий проклятый меч, вступают в бой.
Во время схватки Хайкимару получает незначительные травмы и оказывается загнанным в угол. Мужчина, к счастью, наносит удар по протезу ноги Хайкимару, в результате чего меч застрял в конечности. Однако мужчина падает со скалы, пытаясь уклониться от клинка Хайкимару. Тем временем Дорора пытается вытащить меч из протеза ноги, но при этом он становится одержимым проклятым клинком. Во время их поисков леди воссоединяется со своим братом, который оказывается тем самым человеком с проклятым мечом. Затем она возвращает его домой. Дорора, находящийся под воздействием меча, нападает на двух жителей деревни. Когда он пытается сопротивляться хватке меча, тот полностью овладевает им и толкает его в сторону деревни. Дорора приближается к деревне и обнаруживает, что стоит прямо перед Хикимару. Хикимару начинает нападать на Дорора после того, как обнаружил существование злого меча. Дорора пытается увернуться от Хикимару, но Хикимару выхватывает меч из рук Дорора, освобождая его от своей хватки. Дорора теряет сознание после того, как освободился от хватки злого клинка. Однако парень, над которым доминировал меч, восстанавливает контроль и продолжает сражаться с Хайкимару. Сестра этого человека вмешивается и умоляет Хайкимару не убивать ее брата. В конце концов Хайкимару одерживает победу, разбивая меч вдребезги, но ему не удается спасти жизнь этого человека. После этого триумфа Хайкимару начинает дрожать, и его ушные протезы соскальзывают. Теперь Хайкимару может слышать все, что происходит вокруг него. С другой стороны, Хайкимару становится ошеломленным всеми новыми звуками, которые он может слышать, и не уверен, как управлять тем, что он должен слушать. Доро видит, что это все еще слишком громко для Хикимару, поэтому он решает помочь ему, обернув ленту вокруг ушей Хайкимару. Вы попытайтесь успокоить его. Затем Дорора предлагает им подождать, пока Хайкимару выздоровеет, прежде чем возобновить свои сражения с монстрами. К несчастью для Хайкимару, он обнаруживает зловещее присутствие, на этот раз со стороны птичьего существа. Эти звуки отвлекают его, затрудняя борьбу. В результате птица ранит его. К счастью, появляется Байвамару и спасает их обоих, хлопая в ладоши монстру. Дора предупреждает Байвамару, что Хайкимару начал ухудшаться с тех пор, как к нему вернулся слух. Байвамару предлагает какое-нибудь лекарство, которое могло бы вылечить Хайкимару, но он объясняет, что они не могут поехать за лекарствами в соседний город, потому что там идет война. Клан Асакура, который правит этим районом, предал своего союзника, что усилило напряженность. Байвамару утверждает, что он изменил курс, чтобы избежать вовлечения в конфликт, и именно поэтому он снова столкнулся с ними. На следующее утро Хайкимару просыпается от прекрасного голоса женщины по имени Мяо. Увидев его состояние, Нео приглашает его и остальных к себе домой, чтобы залечить его раны. Они выражают ей свою благодарность за помощь, и она сообщает Дорора, что остановиться в ее доме не составит никакого труда, потому что там тоже живут другие люди. Вскоре после этого все раненые дети, находящиеся на попечении Мио, вышли на свободу. Из-за недавнего ужасного сражения многие молодые люди потеряли своих родственников и получили ранения. Такиба, старший из детей, находящихся на попечении Мио, входит и настаивает на том, чтобы Мио отдохнула, пока он присматривает за остальными. Дорора после этого спрашивает Такиба, почему Мио спит по утрам. Такиба объясняет, что Мио работает по ночам, ухаживая за ранеными солдатами из армии Сакуры, потому что ночью лучше зарабатывать деньги. Дорора видит, как Байвамару уходит, и интересуется его местонахождением. Байвамару дает понять, что он будет искать выход из этой войны для них. Тем временем Дага испытывает трудности из-за высокой стоимости транспортировки войск для предстоящей битвы с Секурой. Кроме того, в последние месяцы его королевство страдает от продолжительной засухи. Столкнувшись с этими трудностями, его жена задается вопросом, почему он так уверен в том, что все наладится и все вернется на круги своя. Услышав это, Диего становится несчастным и не реагирует на слова своей жены. Позже тем же вечером Нео сообщает Хайкимару, что она приготовит лекарство для его исцеления, когда вернется. Дорора думает, что ее музыка исцеляет Хайкимару, потому что он положительно реагирует на нее, когда она уходит, напевая. На следующее утро Мио сталкивается с Хайкимару, который ждет ее на улице. Она замечает, как он смотрит на нее так, словно может заглянуть в души других людей. Дорора подслушивает замечания Мии и добавляет, что Хайкимару может видеть пламя души во всех живых существах. Затем Дорора жестом показывает народ Мии, показывая, что хочет, чтобы она спела. Дорора также предполагает, что это может помочь Хайкимару заново познакомиться со звуками. Мия начинает петь Хайкимару, но их момент обрывается, когда появляется Байвамару. Он рассказывает им о своих поисках безопасного пути и делится с ними как хорошими, так и ужасными новостями. Байвамару нашел для них идеальное место для путешествия, где они были бы в безопасности от войны. Тем не менее, он обнаружил существование демона в этом регионе. Несмотря на предупреждение, Хикимару решает следовать указаниям старика. Тора, не в силах остановить его, просит, чтобы Бивамару сопровождал Хайокимару. Дорора и Такиба узнают от Мии, что она получила другую работу во вражеском лагере. Ее стратегия заключается в том, чтобы работать на обе стороны, чтобы заработать больше денег и помочь им начать все заново. Дорора уверяет Такиба,
что он будет сопровождать Миа, чтобы защитить ее, если ей будет угрожать какая-либо опасность. Тем временем Хайкимару и Байвамару прибывают к месту нахождения демона. Несмотря на предложение Байвамару избегать встречи с демоном из-за его ранних травм, Хайкимару сражается и легко ранит его, заставляя бежать. В результате Хайкимару обретает способность говорить, хотя и кричит в агонии из-за раны демона на его ноге. Тем временем Ми просит двух самураев о работе и обнаруживает, что она оказывает услуги по ночам. Дороро чувствует себя встревоженным, когда наблюдает эту ужасную сцену. Впоследствии Дороро встречается с Вамару и Хикимару, и все они возвращаются в дом Мио, чтобы залечить раны Хикимару. На следующее утро, узнав о сценарии, Нео спешит помочь Хикимару справиться с его травмами. С другой стороны, Нео покрыта ранами в результате того, что с ней сделал самурай. Дороро очень расстроена, так как он знает, как она получила свои травмы. Он убегает, чтобы очистить свой разум, а Такиба следует за ним, чтобы помочь ему расслабиться. Такиба рассказывает Дороро о своем желании когда-нибудь иметь собственную землю, на которой они могли бы выращивать рис и никогда не голодать. Тем временем у Дага возникли разногласия с его сыном Тахамару. Тахамару хочет вступить в армию и сражаться против клана Асакура, но Дага отклоняет его просьбу. Мать Тахамару пытается успокоить его, но он обвиняет ее в том, что она не признает его достижений. Он решает уйти, чтобы очистить свой разум, потому что он встревожен. Он едет верхом на лошади, убежденный, что его родители скрывают от него что-то тревожащее. Вернись к Хайкимару. Он пытается встать, несмотря на то, что потерял ногу из-за демона. Несмотря на все его попытки, он падает, и Мио помогает ему правильно сесть. Нео подходит к Хайкимару и просит его поговорить с ней. Однако он указывает на то, что его собственный голос звучит слишком громко для него. Нео начинает петь песню, чтобы подбодрить Хайкимару, и тот молчит, наслаждаясь мелодией. Байвамару, который видел красную ауру вокруг Дороро, замечает, что она рассеивается, когда Дороро слушает Мио Синха. Байвамару решает уйти, но не раньше, чем скажет Дороро, что ему следует присматривать за Хайкимару, потому что в нем все еще есть что-то плохое. Затем Байвамару прощается с Дороро и покидает резиденцию. Нео перестает петь и начинает говорить Хайкимару, чтобы он не смотрел на ее измученную душу. Хайкимару, с другой стороны, нежно прикасается к ее лицу, чтобы успокоить ее, и это помогает ей расслабиться. Когда Мио идет на работу, она замечает Дороро, зная, что он узнал о ее работе. Дороро отвечает ей со слезами на глазах, уверяя, что восхищается ею, и она приносит свои извинения. Он предостерегает ее и рассказывает ей личную историю о том, как его собственная мать заботилась о нем до тех пор, пока она трагически не погибла позже в жизни. Тора подталкивает Мио к осуществлению их мечты, владеть фермой и жить долго и счастливо. Дороро кормит Хайкимару после их разговора, чтобы помочь ему восстановить силы. На следующий день по дороге на работу Мио убеждает Дороро позаботиться о том, чтобы Хайкимару не дрался до тех пор, пока он полностью не восстановится. Однако Хайкимару решает снова встретиться с демоном ночью. Тем временем несколько солдат начинают преследовать Миа и в конце концов выслеживают ее до их дома. Дороро, с другой стороны, мчится на поиски Хайкимару и прибывает как раз вовремя, чтобы увидеть, как Хайкимару успешно убивает монстра, в результате чего у него восстанавливается раненая нога. Когда они возвращаются домой, то сталкиваются с ужасающим зрелищем. Их дом охвачен огнем, и войска убили всех детей, включая Нео. Нео была убита, потому что солдаты подозревают ее в шпионаже, потому что за ней наблюдали во вражеском лагере. Один из солдат пытается причинить вред Дороро, но Хикимару защищает его, отрезая солдату руку. Хикимару чувствует, что Мио находится на грани смерти, и начинает громко хлопать в ладоши, аплодируя всем солдатам. Доро вмешался, чтобы попытаться успокоить оставшегося солдата, прежде чем тот сможет причинить ему вред. Доро показывает Хикимару рисовое зернышко, которое Мио так усердно добывала, и просит его помочь в исполнении желаний Мио. Хикимару постепенно успокаивается и заключает меня в свои объятия. В эмоциональный момент ему удается произнести свое первое слово, имя Мио. Дороро и Хикимару забирают меня и детей на следующее утро, и они продолжают свое путешествие с мечтами Мио в голове. Дороро пытается подбодрить Хикимару позже в пути, но его усилия безуспешны. Расстроенная Дороро уходит только для того, чтобы подслушать, как мужчина говорит о романтических чувствах. Дороро краснеет и бросает камни, чтобы заглушить соблазнительные слова этого мужчины. Дороро, с другой стороны, вскоре натыкается на паукообразного монстра, который захватил мужчину в плен, погрузив его в глубокий сон. Когда Хайкимару сталкивается лицом к лицу с этим существом, оно немедленно заманивает его в свою паутину. Дороро, к счастью, удается освободить Хайкимару, но чудовище убегает. В конце концов, они прибывают в маленькую деревню, где охранник сообщает им о похитителе в этом регионе, который несет ответственность за многочисленные ночные исчезновения. Дороро считает, что похититель – это тот же самый монстр, с которым они столкнулись ранее. На следующий день мужчина по имени Едзира обнаруживает великолепную женщину, лежащую на земле. Это тот самый монстр, который сбежал от Хайкимару. Без его ведома леди маскируется под человека и предлагает посетить дом мужчины, тайно стремясь высосать его жизненную силу, чтобы восполнить ее жизненные силы. Едзира
великодушно предлагает ей тарелку риса, которую она с радостью принимает. Он называет ее Джирагума, потому что у нее не было имени, затем идет на работу и впоследствии знакомится с Доророй и Хайкимару. Дорора спрашивает об объявлении о вознаграждении, и мужчина говорит, что это награда за то, что он нашел и задержал похитителя. Когда наступает ночь, Едзира возвращается домой и рассказывает Дзирагума о том, как прошел его день. Вместо этого она решает спасти жизнь этому человеку, удивленная его добротой. На следующий день Торора обнаруживает, что ночью исчез еще один человек. Торора начинает задаваться вопросом, действительно ли похититель монстр. Позже, когда Едзира возвращается домой, он замечает, каким хрупким стал Джирагума. Он пытается помочь ей бежать в поисках врача, но натыкается на Дорора и Хаюкимару. Дорора признает, что эта леди и есть настоящий злодей и похититель. Однако мужчина выдает себя за похитителя, заявляя, что он помогал людям бежать из этого района по ночам. Военнослужащие выслушивают его признание и пытаются задержать его. Но Дорора вмешивается, отмечая, что они были первыми, кто столкнулся с похитителем, и добивается награды, присужденной за то, что они расправились с похитителем. Однако солдат признается, что никакой награды никогда не было, и что все это было обманом, чтобы заманить разоблачителя. Джирагума использует свою паутину, чтобы одолеть солдат, высасывая их жизненную энергию, пока они пытаются поймать этого человека. Хайкимару пытается вмешаться и остановить женщину-паука, но она заманивает его в свою паутину. В конце концов, леди убегает вместе с Едзира. Хайкимару преследует их, как только его освобождают. С другой стороны, последний солдат просит подкрепления. Едзира и Юрагума уже поднялись на гору, и он показал ей путь к свободе. Она настаивает на том, чтобы сопровождать ее, и он соглашается, несмотря на то, что знает, что она чудовище. Когда войска приближаются к ним, Едзира поражает одна из их стрел, что приводит Джирагуму в ярость. Она превращается в монстра-паука и нападает на солдат. Хайкимару прибывает и пытается остановить монстра, но обнаруживает, что злое присутствие этого существа исчезло. В результате Хайкимару позволяет монстру и человеку бежать, потому что они влюбились друг в друга. Позже, когда они продолжают свое путешествие, Дорора упорно пытается рассмешить Хайкимару, и в конце концов ему это удается, хотя Хайкимару отказывается это признавать. Дорора и Хайкимару по пути приезжают посмотреть на парад новобрачных. Внезапно юноша, одетый в волчий мех, выпускает стрелу в сторону парада, но промахивается. Он пытается сделать еще одну попытку, но Дорора останавливает его. Этого мальчика зовут Сару. Он сообщает им о намерении жителей деревни заставить его сестру выйти замуж за монстра. Это часть ритуала, направленного на то, чтобы рассеять темную тучу, нависшую над их деревней. Затем Дорора говорит Хикимару, что он может справиться с монстрами, но за это придется заплатить определенную цену. Затем Сару дарит Дорора кусок золота, который он нашел в деревенской реке. Он также упоминает о дополнительных богатствах, и Дорора обещает помочь, если Сару приведет их туда. Сару соглашается на сделку. Дорора помогает Сару уничтожить охранников, которые следили за его сестрой на вершине горы. Сестра Сару, с другой стороны, отказывается идти туда, потому что считает, что этот обряд жизненно важен для благополучия деревни. Дорора и Хайкимару приходят на помощь, предлагая разобраться с монстром. Внезапно их окружает большое черное облако, из которого появляется существо, похожее на многоножку. Оно пожирает охранников и преследует скорбящего, но его спасает жертва его сестры. Аврора приказывает Хайкимару вступить в бой, но Хайкимару не может как следует разглядеть монстра из-за злой ауры облака. Просто внезапно близлежащий гейзер прорывается сквозь облако, пропуская немного света внутрь. Они замечают монстра, прячущегося от света, и в конце концов он убегает вместе с облаком. Они возвращаются в дом Сару, который погребен под гигантской скалой. После этого случая Сару обнаруживает, что его сестра не была его биологической сестрой. Он вырос в одиночестве в высокогорье после того, как его родители умерли, когда он был ребенком. Ему приходилось охотиться на животных, чтобы выжить, и он начал испытывать неприязнь к людям, так как они часто пытались заставить его покинуть горы. Его взгляд на вещи изменился, когда он встретил милую леди, которая относилась к нему с добротой и напомнила ему о его собственной покойной матери. Сару обращается к Доро за помощью в отмщении за смерть своей сестры. Дорора подозревает, что солнечный свет – это слабое место монстра. Позже той же ночью Хикимару встревожен, когда слышит, как Сару плачет во сне. На следующее утро Дорора переоделась невестой, чтобы заманить монстра в ловушку. Дорора попыталась отвлечь чудовище, в то время как Сару выпустил огненную стрелу, вызвав взрыв. Поскольку существо было слабо сопротивлялось огню, огонь сжег его, но оно быстро зажило. Хаякимару присоединилась к нам, стреляя стрелами в существо и отслеживая его движение по звуку попадающих в него стрел. В конце концов он нанес удар своими острыми, как бритва, ножами. Но этого было недостаточно, чтобы полностью победить зверя. Дорора взошел на зверя, чтобы проинструктировать Хайкимару своим голосом. С помощью Дорора Хайкимару ударил монстра в глаза, заставив его убежать от темного облака, и в конце концов убил его, фактически положив конец монстру. Сестра Сару чудесным образом была найдена живой после того, как монстр был убит. Вскоре после этого протез носа Хайокимару соскользнул, восстановив его обоняние. Тора был обманут относительно золота, так как мир, который дал ему Сару,
был единственным, что у него осталось. Дорора, с другой стороны, принял его. Сару и его сестра решили жить в деревне вместе. Хайкимару подарил Дорора цветок и назвал его Дорора, когда они отправились в путь. Дорора был вне себя от радости по этому поводу. Дорора начинает раздражаться на Хайкимару, пока они путешествуют, потому что он постоянно обнюхивает все вокруг. Дорора неожиданно падает в обморок. Хайкимару спешит за помощью и встречает монахиню, которая предоставляет Дорора место для ночлега. Дорора начинает беспокоиться, что Хикимару бросит его, но монахиня заверяет его, что Хикимару все еще рядом. Затем Дорора открывается монахине и рассказывает ей о своих умерших родителях. Его отец возглавил группу фермеров, которые боролись за свои права против разбойников-самураев. Мать Дорора сыграла важную роль в обеспечении его безопасности и получении образования в течение опасных лет войны. Однако Итачи, член банды его отца, предал их и вступил в союз с самураями, что привело к гибели многих людей его отца и повреждению ноги его отца. Семья Дорора была так уязвима. Семья Дорора была вынуждена пройти через поля сражений, чтобы выжить. Дорора стал свидетелем смерти своего отца, сражаясь с группой самураев, пытавшихся защитить их. В результате этого Дорора и его мать остались одни. Его мать пошла на многочисленные жертвы, чтобы обезопасить его. Она также использовала свои руки в качестве самодельных мисок, чтобы кормить Дорора во время организованных самураями раздач еды. Но со временем у них закончилась еда, и истощение сказалось на его матери. К сожалению, она умерла среди поля, заросшего малиновыми цветами. Монахиня помолилась за будущее благополучие Дорора, выслушав его историю, которая тронула ее. Это Анжи. Через 3 дня Дорора оправился от лихорадки, и они продолжили свое путешествие. Дага отправляется в Залада, беспокоясь о своем народе в надвигающемся конфликте. Тахамару, с другой стороны, вызывает 2 своих приятелей и просит их тайно раздобыть информацию о прошлом его отца. Дага ищет знания у демонов внутри Залаада. Теперь он знает, что акушерка спасла младенца, и он подозревает, что его первый сын все еще жив, и хлопает в ладоши демонам, которые украли части его тела. Внезапно появляется луч света, открывающий лицо его первого сына, Хайкимару. Союзники Тахамару получают необходимые им знания ночью, манипулируя и извлекая информацию из консультанта с помощью наркотика. Консультант рассказывает, что Дага ищет ребенка, который пропал без вести 16 лет назад. Когда Тахамару узнает об этом, он задается вопросом, почему его отец ищет этого ребенка. Но советник прикусывает язык, чтобы не сказать что-нибудь еще. На следующий день Тахамару ставит Дага перед фактами, которые он получил, но Дага по-прежнему отказывается признать правду. Затем Тахамару узнает о какой-то проблеме в деревне и отправляется на расследование. Он обнаруживает, что какое-то существо нападает на корабли и затрудняет рыбную ловлю. Тахамару в сопровождении Мицу и Хёга отправляется сражаться с чудовищем. Им удается ранить его, но похожее на краба чудовище убегает. Когда они возвращаются в деревню, Тахамару разрабатывает план строительства плотины, чтобы сдержать чудовище. Когда все готово, они заманивают чудовище в плотину, а затем сливают воду, обнажая существо. Они почти победили его. Но чудовище пытается сбежать, разрушая плотину камнем, в результате чего регион снова затопляется. Как раз в тот момент, когда ситуация кажется безнадежной, появляется Хайкимару и самостоятельно побеждает монстра, спасая всех. Тахамару благодарит Дорора и Хайкимару за то, что они защитили его союзника от пожирания монстром после этого инцидента. Однако Хайкимару не отвечает, что раздражает Тахамару, потому что он считает, что им пренебрегают. Дорора затем добавляет, что Хикимару слеп, что удивляет Тахамару и его союзников, учитывая, как легко Хикимару уничтожил монстра. Затем Дорора просит Тахамару заплатить за их услуги, которые Тахамару с радостью принимает. Дорора интересуется ближайшей провинцией, и Тахамару направляет их в страну Дага. Тахамару спрашивает у Хикимару его имя, когда они готовятся к отъезду, и Хикимару говорит ему об этом. Затем Дорора и Хикимару прогуливаются по местному рынку. Они собираются поужинать перед тем, как отправиться в театр на презентацию о лорде Дага и о том, как он очистил землю от демонов. Когда пьеса подходит к концу, Дорора замечает рядом с Вамару в зале, который восхищается представлением. Позже они натыкаются на Вамару, и Дорора сообщает ему, что Майло и дети умерли. Дорора интересуется, действительно ли старик приехал на эту землю из-за слухов. Байвамару объясняет, что несмотря на засухи, в стране, как известно, прекрасная погода, и он хочет выяснить, что делает эти земли такими замечательными. Он начнет с посещения горы, где, как говорят, Дага победил нескольких демонов. Уходя, он замечает, что аура Хайкимару указывает на то, что он убивал людей, и призывает его быть осторожным. Тем временем подчиненные Тахамару сообщают Дага о слепом мальчике с протезом ноги, который легко побеждает угрожающего монстра. Они также обсуждают миссию Хикимару по победе над более могущественными демонами. Жена Дага подслушивает этот разговор и рыдает, уверенная, что слепой мальчик ее первый ребенок. Дорора и Хикимару позже подходят к проклятой стене. В настоящее время клан Асакура использует
используют ее для демонстрации тел людей и шпионов Дага, которых они убили. В результате ночью монстры притягиваются к стене. Согласно некоторым легендам, стена проклята демонами, которых Дага победил в прошлом. Хайкимару также может обнаружить в стене что-то злое. Сукераку, маленький мальчик, подошел к ним и сказал, что пересечение стены приведет к смерти. Он показал им часовых Сакуры, которые стояли на страже у стены и стреляли в любого, кто пытался пересечь ее. Сукераку указал, что его разрушенная деревушка находится за стеной и что он хотел бы пересечь ее снова. Дерора рекомендовал путешествовать ночью, но Сукоку предупредил, что ночью может появиться множество существ. Дерора сообщил Сукоку, что Хайкимару может легко победить монстров и что поскольку Сукоку накормил их, они будут помогать ему. Тем временем Дага оставался непреклонным в своем намерении устранить Хайкимару, несмотря на предупреждение его жены о том, что это может быть божественным наказанием. Дорора и Хикимару ждали, пока часовые уйдут ночью, в то время как Хайкимару сражался с монстрами, которых становилось все больше и больше вокруг стены. Дорора вступила в бой, бросая камни. Дорора преследует Сукоку, когда тот убегает, чтобы найти свою семью. Тем временем маленькие монстры объединились, чтобы сформировать единого демона. Тахамару, с другой стороны, пытался найти Хайкимару, полагая, что его поиски могут дать дополнительную информацию о ребенке, который пропал без вести 16 лет назад. Тахамару, с другой стороны, вступил в контакт с испуганной женщиной, одной из предыдущих акушерок, которая кричала о том, что у нее есть ребенок. Ребенок, части тела которого были украдены демонами. Этот малыш теперь жаждал отомстить Дага. Дерора искал Сукараку и обнаружил, что его схватили часовые. В то время как Хикимару продолжал сражаться с демоном. Прежде чем Хикимару смог убить демона, Дага напал на него с армией самураев, заставив демона отступить. Хикимару спрашивает о личности Дага, но Дага молчит. Его друзья попытались напасть на Хикимару, но он легко уклонился от их ударов. Догадка Дага о том, что молодой человек, хлопающий в ладоши демоном, был его первым сыном, подтвердилась. Хикимару удалось сбежать от самураев. Он также вспомнил, как Дага назвал его дьявольским ребенком и полукровкой. Тем временем Дорора, который был схвачен Асуками, очнулся в камере. Дорора обнаружил Сукоку и обнаружил, что его деревня была опустошена. Дорора пообещал Хайкимару прийти им на помощь. Дорора замечает символ на одной из повязок заключенного и спрашивает об этом у этого человека. Оказалось, что это тот же самый знак отличия, который носил Хайкимару, эмблема клана Дага. Затем Дерора строит планы побега, обещая вернуться за Сукараку. Тахамару ищет подтверждение у своей матери. Она признает, что Хайкимару ее первый сын, и что он был принесен в жертву демонам, чтобы улучшить положение деревни. Дайго также появляется в попытках оправдать свои действия перед Тахамару, утверждая, что они были совершены для предотвращения эпидемии голода. Тахамару, с другой стороны, считает, что его отец сделал это ради своей собственной выгоды, а не в интересах деревни. Хайкимару снова появляется перед своими родителями и братом, и его мать обращается к нему как к своему сыну. Однако на самурая снова нападают, заставляя Хайкимару отступить. Дага говорит Тахамару, что если он действительно хочет, чтобы Хайкимару вернул себе свое тело, он должен разорвать связь с демоном в комнате ада. Однако он предупреждает, что если они это сделают, то их земли вернутся к ужасным условиям прошлого. Тем временем между Асукурами и солдатами Дага были разногласия. Во время своего путешествия, чтобы спасти Сукоку от Асукур, Хайкимару и Дорора столкнулись с Дага и его армией. Отвратительный зверь со стен возвращается примерно в то же время, сея хаос и смерть среди воинов. Хайкимару понял, что в смерти Мио виноваты силы Дага, и вот-вот придет в ярость. Дорора, с другой стороны, смогла его успокоить. Тахамару вмешивается и объясняет суть сделки, заключенной с демонами в обмен на мир на земле. Тахамару принял окончательное решение убить Хикимару, чтобы обеспечить процветание региона. Он вытащил свой меч и направился к Хикимару. Дорора услышала слова Сукераку и бросилась освобождать его именно в этот момент. Монстр внезапно приближается к Дорора, заставляя Хайкимару ранить Тахамару в глаз и броситься на помощь Дорора, чтобы спасти Сукоку. Затем Хайкимару вытащил побежденного демона через стену. После напряженного периода мать Хайкимару Нуи прибывает и печально извиняется за то, что не смогла спасти его. Она ударила себя ножом, отдав свою кровь демонам, чтобы Хайкимару не был одинок в своих страданиях. Однако таинственное присутствие вырвалось из стены, заставив ее рухнуть. В результате все, включая Дага и его армию, отступили от стены. Сукераку наконец воссоединился со своей матерью, которая была еще жива, когда все успокоилось. Дорора не мог поверить, что эта земля процветает благодаря тому, что Хикимару принес жертву демонам. Тем не менее, они с Хикимару продолжили свое путешествие. Хикимару преследуют замечания его семьи в его адрес, и он начинает переутомляться, пытаясь вернуть себе части своего тела. Дорора пытается убедить его отдохнуть,
но он отказывается. Через несколько дней они ищут убежище в заброшенном доме, в котором, как говорят, обитает демон. Дорора отправляется за дровами для костра и возвращается с ужасающей статуей внутри водопада. Дорора звонит матери Акаки, когда она появляется. Позже той же ночью он приводит ее домой к Хайкимару, чтобы определить, является ли она монстром или нет, но это не так. Она признается, что они действительно находятся в ее доме. Дорора расспрашивает ее о безликой статуе, которую он видел у водопада, как только они устроились. Она говорит, что какой-то мужчина пытался вырезать на статуе потрясающее лицо, которого раньше никто не видел. Однако он продолжал вырезать лица, которые видел раньше, в результате чего лицо статуи так и не было закончено. Дорора пристально смотрит на еду, которая ассоциируется у него с приготовлением пищи его матерью. Акака, по его словам, похожа на его мать во всех отношениях, включая ее голос. Хикимару спал на протяжении всего разговора. Дорора просит Акаку позвонить ее матери, на что Акака соглашается. Он обнимает ее и говорит, что хочет спать, и именно тогда Акака признается, что положил что-то им в еду, чтобы они уснули. Она также указывает на то, что история резчика еще не закончена. Далее она говорит, что после смерти резчика разъяренный дух завладел статуей и сумел воскресить его. Силы духа позволили резчику изменить ее внешний вид, соблазняя людей лицами их самых дорогих близких и привлекая их к статуе, чтобы они могли насладиться ее красотой. Лица были разрублены. После этого статуя примет облик человека. Акака заканчивает рассказ признанием, что она является резчиком и намеревается украсть лицо Хикимару. Дорора в конце концов просыпается, все еще слабый, и отправляется на поиски Хайкимару. Он догоняет их как раз вовремя, чтобы помешать Алкаке осуществить свой план. Голос Дорора будет Хайкимару, который освобождается от своих оков и приближается к чудовищу статуи. Хайкимару падает в воду, чтобы избежать его нападения, но возвращается, используя веревки статуи. Акака пытается убедить его, выдавая себя за его мать. Но Акака не может этого сделать, потому что Хайкимару никогда не видел лица своей матери. Она использует свою способность, чтобы связать Хайкимару, но Дорора отвлекает ее. Резчик сдался и размышляет о своей последней ошибке, когда статуя убила его своим мечом. Хайкимару уже сбежал, и он воспользовался ситуацией, чтобы победить монстра-статую. Акака, прежде чем умереть, просит Дорора позволить ей прикоснуться к его лицу, что Дорора и делает. Вскоре после этого тело Акаки испаряется из-за ужасного присутствия статуи. Дорора и Хикимару продолжают свое путешествие к горячему источнику, где они отдохнут. Они видят в себе Байвамару, когда отдыхают в горячих источниках, а затем к ним присоединяется старик и его внуки. Внуки замечают странную отметину, похожую на карту, на спине Дорора. Дорора пытается скрыть ее и предупреждает их, чтобы они не смотрели на нее. Карта на спине Дорора показывает, что она ведет к сокровищу его отца. Чтобы оно не попало в чужие руки, его отец выгравировал одну половину на своей матери, а другую на себе. Метка появляется только после того, как его тело разогреется. Дорора рассказывает Байвамару, что перед смертью его мать показала ему эту метку и сказала, что она олицетворяет самое большое желание его отца. Байвамару посоветовал Дорора и Хикимару разобраться с демонами, укравшими части тела Хикимару, и отправиться на поиски другой половины карты, что, скорее всего, приведет к крупной сумме денег, которая улучшит их жизнь. Уходя, Байвамару прощается с ними. Дорора и Хикимару продолжают свой путь, встречая двух существ с незлобивыми аурами, но Хикимару не нападает на них. Леди-монстр исчезает, но ребенок-монстр цепляется за Дорора и отказывается отпускать, поэтому следует за ними. Однако, когда они прибывают в сгоревший храм, ребенок-монстр, цепляющийся за Дорора, исчезает. Затем парень по имени Сабаим приходит в храм с цветами и сообщает им, что это место ночью опасно из-за существования монстра. Он предлагает Дорора и Хикимару укрыться в его доме. Во время ужина Сабаим рассказывает им, что разрушенный храм раньше был женским монастырем. Тамошняя монахиня принимала сирот из соседних деревень и заставляла их усердно трудиться. Если они не слушались, монахиня угрожала выпороть их плетьми. Через несколько лет монахиня продавала детей за деньги, пока в один прекрасный день с небес не ударила молния, разрушив все строение. Дорора и Хайкимару столкнулись с духом монахини, которая, вероятно, не смогла вознестись в рай из-за своих проступков, и теперь она хлопает в ладоши каждому, кто посещает храм. Дорора сомневается в рассказе Сабаима по ночам, когда Дорора и Хикимару спят, потому что они знают, что леди-монстр не пожирает люди, и храм был кем-то сожжен дотла. Дорора, с другой стороны, посреди ночи замечает на потолке похожего на гусеницу монстра. Он быстро будет Хайкимару, который начинает сражаться с монстром, нанося ему такие раны, что он не может убежать. Они думали, что он убил это существо, но оно издало громкий крик, и появился еще один монстр, похожий на осу. У Хайкимару возникло ощущение, что монстр-оса был демоном. Существо-оса забрызгивает их пылью, отвлекая их внимание и позволяя обоим монстрам убежать. Сабаум знает демонов, и, услышав от нее, что она не может их съесть,
он обещает помешать им сбежать. На следующее утро за завтраком Сабаим сообщает Дорора и Хайкимару, что они могут оставаться здесь столько, сколько им нужно. Но у Хайкимару все еще есть плохое предчувствие по поводу этого. Сабаим. Затем Дорора делает комплимент Сабаиму за его доброту к Хайкимару и отправляется исследовать поселение, но Хикимару решает остаться и не спускай глаз с Сабина. Дорора поражена необычайной щедростью местного жителя. Дорора приглашают разделить с ней рисовые лепешки, испеченные молодой девушкой и ее бабушкой. Бабушка рассказывает, что Господь Сабим несет ответственность за поддержание мира. Когда он спрашивает о храме, старуха игнорирует его, и все становятся настороженными. Дорора обнаруживает здание для хранения риса, спрятанное в лесу, далеко от поселения. Исследуя местность, он обнаруживает внутри люк на земле. Несколько крестьян бросились к Авророра через люк. Тем временем Хайкимару последовал за Сабаимом на холм, возвышающийся над деревней. Сабаим расспрашивает его о мотивах его пребывания там. Хотя Хайкимару признается, что пришел в деревню, чтобы убивать демонов, Сабаим упорно защищает монстров, так как считает их жителями деревни. Сабаим описывает, как раньше городу угрожали грабители из-за нехватки продовольствия. Он заключил сделку с демоном в обмен на силу, и монстры демона помогли защитить деревню. Возвращаясь в Дорора, он спасается бегством от нескольких монстров-гусениц, но они окружают его. Однако Дорора спасается как от монстров, так и от люка благодаря ребенку-монстру из прошлого, который действительно является душой мертвых детей. Они также рассказывают, что Сабейн ударил монахиню и поджег храм, в то время как местные жители скармливали демонам детей. На Хаякимуру нападает еще больше монстров ОС, но он побеждает их. Однако он получает травму и теряет сознание во время этого процесса. Позже, когда деревня горит и жители начинают драться между собой, Сабаиму не повезло. Дорора находит Хайкимару с помощью душ детей. Дорора рассказывает обо всем, что ему рассказали дети. Протезная конечность Хайкимару отказывает ему, когда он пытается встать. И все же, несмотря на свою слабость, он выходит ночью на улицу, чтобы похлопать демона, который сейчас находится в озере. Ему это удается, используя огонь, и на этот раз он восстанавливает свой хребет. Дорора чувствует себя ответственным за разрушение общины на следующее утро, когда они прогуливаются по сожженной дотла деревне. Дорора спрашивает Хикимару, виноваты ли они в этом, но Хикимару говорит, что ему все равно, что приводит Дорора в бешенство. Дорора обвиняет Хайкимару в том, что он заинтересован только в уничтожении демонов. Хикимару был так поглощен своей миссией, что не знал, что их пути разошлись. В конце концов, Итачи и его банда нашли Дорора, которые искали его, чтобы найти вторую половину карты и вернуть деньги, спрятанные отцом Дорора. Итачи требует, чтобы Дорора передал им оставшуюся половину карты. Дорора сообщает им, что у него ее нет, и показывает им свою спину, но карта отсутствует. Итачи утверждает, что Дорора осведомлен о ситуации и похищает его. Хикимару отправился на поиски Дорора, но не смог его найти. В ту ночь Итачи объяснил, что, по его мнению, отец Дорора спрятал украденное богатство самурая. Когда он заметил карту на спине своей матери, когда посещал ее похороны, Дорора пришел в ярость, потому что Итачи раскопал могилу его матери. На следующий день они отправились в путь, следуя маршрутам, предложенным в первой половине карты. Их продвижение останавливается, когда они видят море на противоположной стороне. Итачи обещает отдать Дорора часть денег, если он поможет им найти его. Итачи и его банды решают поискать лодки в соседней деревне, где обнаруживают, что деревня была уничтожена бандой, а лодки лежат в руинах. С другой стороны появляется однорукий мужчина и предлагает переправить их через море на своей лодке за отдельную плату. Итачи соглашается, но они быстро обнаруживают, что лодку приводят в движение акулы, которых этот мужчина называет своей семьей. Затем мужчина признается, что скормил акулам свою собственную руку, и жители деревни не были убиты бандитами, а были съедены акулами. Итачи предупреждает его, чтобы он вернул их, но он свистит, чтобы акулы напали на другую лодку и сожрали всех, кто был на борту. Он использует одну акулу, чтобы вернуть их обратно, в то время как другая остается, чтобы присматривать за их лодкой. Он сообщает им, что оставшиеся в живых погибнут с наступлением темноты. Позже Итачи сообщает Дорора, что он и его группа перестали подчиняться армейским инструкциям, потому что во время конфликта их использовали только в качестве приманки. Он признает, что отец Дорора был прав относительно истинного характера самурая и приносит извинения за то, что потревожил могилу матери Дорора. Несмотря на ужасную ситуацию, Дорора встает и произносит вдохновляющую речь перед Итачи и его бандой. Затем Дорора разрабатывает стратегию, в которой он выступает в качестве приманки, погружаясь в воду, чтобы заманить акулу, в то время как остальные готовятся заколоть ее. План сработал, и им удалось убить акулу. Они подплывают к берегу, используя лодочные сиденья в качестве самодельных весел. Позже Итачи использует мертвую акулу, чтобы привлечь человека-акулу, и это срабатывает. Его задержали и избили. Дорора
Дороро вмешивается, чтобы помешать Итачи хлопнуть в ладоши этому человеку. Итачи, все еще увлеченный богатством, пытается заставить Дороро раскрыть их местонахождение. Когда Дороро сопротивляется, Итачи раздевает его догола и понимает, что он девочка. Он недоумевает, почему отец Дороро воспитывал ее как мальчика. Вторая половина карты появляется неожиданно, по-видимому, из-за близости Дороро к огню. Привязав Дороро к дереву и получив карту, они отправились на ее поиски. Тем временем Хайкимару, который все еще охотится за Дороро, встречает мужчину, который, заметив его одноногое положение, рассказывает ему о человеке, который предлагает людям протезы. Тем временем Джукай, который все еще делает протезы для жертв войны, вступает в контакт с опасным зверем. Сначала это существо нацеливается на него, но затем переходит к другим жертвам. Хайкимару прибывает как раз вовремя, чтобы победить монстра. Они узнают друг друга и переживают трогательное воссоединение. Джукай приводит Хикимару в свой соседний дом, где он обнаруживает, что кожа Хикимару стала настоящей. Хикимару сообщает, что теперь он может говорить, слышать и чувствовать, и просит Джукай сделать ему еще один протез конечности. Джукай соглашается, но настаивает на том, чтобы Хикимару съел первое место. Во время еды амулет Хикимару падает, заставляя его открыть, что его отца зовут Дага. Он говорит, что Дага заключил сделку с демонами, в результате чего он родился без частей тела. В этот момент Джукай осознает масштабы преступлений Хикимару. Он отказывается делать протез ноги и признает, что Хикимару убивал не только монстров, но и людей. Джукай предупреждает Хикимару, что если он продолжит идти по этому пути аплодисментов, то потеряет свою основную человечность. Джукай атакует протезную ногу своим топором. Пещера внезапно обрушивается, заманивая Хайкимару и Джукай в ловушку внутри. Джукай задается вопросом о мотивации Хайкимару вернуть себе утраченные части тела, когда он пытается найти выход. Хайкимару говорит, что он возвращает их себе, потому что они принадлежат ему по праву. Однако Джукай разделяет его сомнения по поводу потенциальных последствий этого задания. Хаякимару считает, что возвращение его тела заставит его противостоять своей семье и всей стране Дага. Это почти наверняка повлечет за собой потерю человеческих жизней и, возможно, потерю его человечности в процессе, оставив его ни с кем. Хикимару уверяет Джукая, что он не одинок, вспоминает он Дороро. Хикимару в конце концов находит выход из пещеры, но только для того, чтобы столкнуться с бесчисленными монстрами снаружи. Хикимару с легкостью побеждает этих демонов, доводя Джукая до слез, когда он понимает, что, возможно, случайно повел Хикимару по дороге тьмы. Прежде чем их пути разойдутся, Джукай выражает свою надежду на то, что человек, указанный Хикимару, поможет ему сохранить свою человечность. Перед уходом Хикимару спрашивает имя Джукая, на что Джукай отвечает, что в этом нет необходимости. Когда они прощаются, Хайкимару уверяет его, что всегда будет помнить его как свою маму, заставляя Джукая плакать от восторга. Тем временем Тахамару поручают уничтожить Хикимару, чтобы спасти их землю после того, как он выяснит, где находится. Кроме того, Хикимару наконец добирается до моря и высаживается на борт обители в поисках Дороро. Человек-акула с другой стороны приказывает другой акуле напасть на них всех в отместку за смерть его упавшей акулы. Внезапно живая акула начинает пожирать мертвую, превращаясь в гигантскую акулу. Измененная акула замечает Дороро и бросается на нее. Хайкимару, к счастью, прибывает как раз вовремя, чтобы встретиться с трансформированной акулой, которая оказывается демоном. Хайкимару легко побеждает акулу-демона. Хайкимару гладит Дороро по щекам после воссоединения. Слезы наворачиваются на ее глаза, когда Хайкимару признается, что пришел за ней, и она крепко обнимает его. Хайкимару с другой стороны падает, и на этот раз он восстанавливает свою вторую отсутствующую ногу. Дороро предупреждает Хайкимару о том, что они должны помешать Итачи завладеть богатством. Итачи и его банда прибывают в указанное на карте место в одно и то же время, надеясь найти сокровища. Некоторые из людей Итачи проникают в пещеру и по ошибке приводят в действие ловушку, в результате чего происходит ужасный взрыв, в результате чего они погибают. Несмотря ни на что, Итачи полон решимости исследовать пещеру и найти приз. Тем временем они наблюдают за флотилией кораблей в море. Самураи Дао замечают Итачи и его группу, когда они приближаются к побережью. В то время как Атай убегает, некоторые из его солдат получают ранения от стрел. Дороро и Хикимару также удается избежать стрел самурая и найти Итачи и его банду в их укрытии. Дороро и Итай вступают в спор. Дороро хочет сбежать от самураев Дага, но Итачи не преклонен в своем намерении остаться и помешать самураям обнаружить богатство горы. Хайкимару вмешивается, предлагая использовать взрывчатку из ловушек в качестве отвлекающего маневра. Они успешно используют взрывчатку в качестве приманки, но в конце концов их обнаруживают Тахамару и его подчиненный. Тахамару вызывает Хикимару на поединок, но Тахамару использует своего подчиненного, чтобы помочь ему. Хёга вмешивается, заставляя землю под Хикимару треснуть и чуть не заставляя его скатиться с горы.
Хикимару, с другой стороны, избегает падения и снова взбирается наверх. Пока продолжается перестрелка, Итай и его люди убегают, унося Дорора подальше от надвигающегося конфликта. Тахамару в конце концов застает Хикимару врасплох. Митсу, подчиненная Тахамару, говорит, что присутствие Хикимару угрожает их королевству, и стреляет в него стрелой. Хикимару снова блокирует удары Тахамару, но Хайова вмешивается и разбивает меч Хикимару. Тем временем, после того, как самураи устроили засаду, в живых остались только Итачи и Дорора. Итачи находит ряд статуй, отмеченных на карте, но самураи обнаруживают его. Итачи поражен стрелой и падает на землю. Дорора по ошибке заставляет статуи рухнуть, раздавив в этот момент всех самураев. Затем Итачи просит Дорора сопровождать его к сокровищу, прежде чем он умрет. Однако они натыкаются на парня с акулой, который собрал несколько взрывчатых веществ, чтобы уничтожить их всех. Дорора защищен от взрыва Итачи. Тахамару и его люди, с другой стороны, спасаются бегством от взрыва. Хотя Хёга был ранен в результате взрыва, Хикимару выжил и отправился на поиски Дорора. Дорора обнаруживает сокровище своего отца в пещере. Когда Итачи видит это богатство, он умирает от полученных ран. Тахамару и его солдаты на какое-то время возвращаются. Дорора закрывает веки Аташе и молится о том, чтобы он обрел покой в загробной жизни, прежде чем сказать Хикимару, что она не примет все сокровища, потому что не знает, что делать вместе с ним. Вместо этого они с Хикимару покидают остров, имея достаточно денег, чтобы выжить. Дорора спрашивает у местного жителя, как добраться до дома Маницуны после того, как прибывает в деревню, где живет знаменитый кузнец. С другой стороны, сельский житель утверждает, что репутация Маницуны как известного кузнеца не соответствует действительности и что его работа некачественна. Дорора, с другой стороны, замечает, что один из его топоров необычайно хорошо режет. В конце концов, они прибывают в резиденцию Манацуны, где их встречает его дочь Акава. Она развеивает неверные представления о способностях своего отца. Хикимару прикасается к лицу Акавы, потирая их лбы друг от друга, в то время как Дорора показывает мечи, которые нуждаются в ремонте, но она отталкивает его. Дорора отчитывает Хикимару за то, что он ощупывает лица людей. Тем временем Хикимару заботится о интересах Акавы. Акава входит в дом, чтобы поговорить со своим отцом Манацуной. Манацуна чувствует, что мечи убивают людей, и решает очистить их молитвами в местном храме. Однако во время процесса очищения злой демон овладевает Хикимару, заставляя его вести себя странно. Во-первых, Хикимару неправильно ставит Дорора на подставку для мечей, а не на мечи. Позже в их комнате отдыха он сообщает Дорора, что ему больше не нужны мечи, что ставит Дорора в тупик. Акава заходит в комнату с едой и выражает свое желание быть с Хикимару, что он подтверждает. Он начинает объяснять, что ему больше не нужны ни его потерянные части тела, ни Дорора. Дорора, которая расстроена, принимает их связь и съедает блюдо, прежде чем выбежать на улицу. На следующий день Дорора тайно наблюдает за Хикимару и Алкалой, подслушивая их планы пожениться на следующий день. Вся деревня принимает участие в свадебных торжествах. Дорора подходит к ним с намерением отговорить их, но по ошибке заканчивает тем, что благодарит их, чего она не планировала. Она все еще расстроена и озадачена, пытаясь понять, почему Хикимару, похоже, потерял интерес к их совместному приключению. Той ночью Дорора пробирается в мастерскую, чтобы украсть мечи Хикимару, которые, как он заверил ее, ему больше не нужны. Однако Манацуна ловит ее на месте преступления и не дает ей забрать клинки. Дорора находит новый клинок и сообщает Манацуне, что она решила помочь Хикимару. И все же она недоумевает, почему он, казалось, потерял интерес к их совместному путешествию. На следующий день Дорора замечает, что Манацуна полностью поглощен починкой меча. Услышав о желании Манацуны производить мечи, чтобы помочь людям на войне, она понимает, что не хочет отказываться от их приключения. Дорора понимает, что с тех пор, как они надели маски, она и Хикимару говорят прямо противоположное тому, что на самом деле имеют в виду. Дорора отправляется в храм, где Акала и Хикимару собираются пожениться, полной решимости разрушить чары. Она обнаруживает там на крыше чудовище. Дорора приказывает Хикимару сразиться с чудовищем, когда он придет. Однако монстр берет под свой контроль Хикимару и заставляет его напасть на Дорора. Манацуна вмешивается и наносит удар монстру, освобождая Хикимару из его когтей. Манацуна объясняет, что монстр — это озорное существо, которое сбивает людей с толку, изменяя их речь. Речь деревенского жителя возвращается к нормальному состоянию после того, как он благополучно вернул монстра в его плен в храме. Затем Акава женится на одной из деревенских жительниц, которая действительно любит ее, но не может сказать ей об этом. Хаякимару получает свои недавно заточенные мечи перед тем, как покинуть деревню,
и они продолжают поиски пропавших частей его тела. В ходе своих поисков Хейкимару и Дорора узнают о месте, где произошло несколько хлопков, скорее всего, в результате нападения демона. За обедом Ферора описывает смену времен года Хейкимару, который интересуется подобными вопросами. Она говорит, что он изменился с тех пор, как они впервые встретились, намекая на то, что она ценит его нынешнее поведение. Соберота, молодой человек, подходит к ним и говорит, что он тоже охотник на демонов. Он объясняет, почему он охотится на демонов, говоря, что хочет отомстить человеку, который ударил его мать. Сабурота ведет их в район, где часто появляется монстр. Когда появляется демон, Хейкимару нападает на него. Но демону удается избежать его удара. Он также должен защитить Дорора от угрозы демона. Сабурота внезапно нападает на них, что усложняет ситуацию. Затем Сабурота признается, что заманивал людей к дьяволу, чтобы заполнить вакуум, образовавшийся после смерти его матери. Когда демоны снова нападают, Дорора и Хикимару удается избежать нападения, но они падают с холма. Позже рука Дорора застряла в камнях, и через нее начинает просачиваться вода. Несмотря на все усилия, им не удается вытащить ее руку, и когда Дорора начинает тонуть, Хикимару приходит в ярость от своего бессилия. К счастью, Бивамару прибывает и спасает Дорора. Затем Хикимару возвращается к демону и Соберота, на этот раз эффективно причиняя демону боль. Соберота вспоминает ужасные случаи из своего прошлого во время этой конфронтации. Когда демон появился, когда он нес на руках свою мать, он бросил ее, позволив ей умереть от рук монстра. С тех пор он с радостью наблюдает, как монстр хлопает в ладоши других людей. Хейкимару постоянно наносит удары демону во время конфликта. Соберота пытается остановить его, удивляясь, почему Хейкимару не убегает в ужасе. Он даже забирается на Хейкимару, жалея, что у него нет такой храбрости, как у Хейкимару, когда его мать нуждалась в нем, но для него уже слишком поздно. Он с радостью позволяет демону поглотить себя в наказание за его предыдущие прегрешения. Эта жертва воскрешает демона, придавая ему новый облик. К счастью, Хикимару снова побеждает демона, но к своему ужасу он не восстанавливает ни одной из своих отсутствующих частей тела. Он нападает на существо снова и снова, переполненный яростью. Дорора умоляет Хикимару остановиться, и он раскрывает, что оставшаяся часть его тела находится в зале ада, что делает его своей следующей мишенью. Дорора испытывает ужасные чувства по поводу путешествия на территорию Дага, когда они продолжают свои поиски, но Хаякимару непреклонна в том, чтобы добраться до зала ада. Черт возьми. Тем временем на территории Дага распространяется смертельная болезнь, и соперничающий клан Асакура готовится к нападению. Дага приказывает сжигать пострадавшие деревни и призывать обычных жителей в армию в ответ на катастрофу. Дага обеспокоен комментариями своей жены, которые предупреждают о том, что дни процветания их страны подходят к концу. Шпион сообщает Дага, что Хикимару приближается к их земле, но их разговор прерывает Тахамару, который предлагает разобраться с самим Хикимару. Дага удовлетворяет просьбу Тахамару. Тем временем Дорора эмоционально беседует с Хикимару о том, как бы он отреагировал, если бы столкнулся со своими родителями во время их путешествия. Позиция Хикимару непоколебима. Он готов покончить с ними, так как считает, что они ему не нужны, пока Дорора рядом с ним. На следующий день они встречают предателя, который сообщает им о растущей напряженности в отношениях между Дага и кланом Асакура. Он предупреждает их, чтобы они не отправлялись в эту страну, если они не оттуда. Когда торговец пытается физически остановить их, Хейкимару размахивает своим клинком, недвусмысленно заявляя, что он не поддастся на уговоры. Дорора умоляет Хейкимару передумать и даже угрожает уйти, если он этого не сделает. Но Хейкимару выражает свое сильное желание вернуть себе чувства, особенно способность чувствовать руками и видеть глазами. Тора в конце концов сдается. На следующий день они столкнулись с Тахамару и его подчиненными. Тора остается позади, пока Хикимару вступает с ними в бой. Несмотря на то, что поначалу он пытался избежать ударов всех трех противников, Хикимару удается отрубить по одной руке каждому из последователей Тахамару. Дорора, с другой стороны, плачет, когда видит, как Хикимару вступает в бой 1 на 1 с Тахамару. Их схватка обрывается, когда прибывают солдаты из Дага и начинают устанавливать взрывчатку. Один из нападавших отвлекает Хайокимару, используя привязанную лошадь со взрывчаткой, чтобы столкнуть его с обрыва. Воспользовавшись суматохой, они похитили Авророра, намереваясь использовать его в качестве заложника, если Хикимару вернется. Они также перевозят Тахамару, который впал в кому после того, как отказался прекратить погоню за Хикимару. Хикимару выживает, и он едет на волшебно восстановленной лошади, чтобы спасти Дорора. Тем временем на горизонте маячит конфликт между Дага и кланом Асакура,
и ожидается, что боевые действия начнутся через несколько дней. Тахамару наносит им визит, так как беспокоится о своем раненом друге. Во время этого общения он обнаруживает, что Мицу больна, и это состояние она скрывала. Тахамару подходит к ней, интересуется ее здоровьем, и она приносит извинения за свое поведение. Она выражает сожаление, понимая, что не сможет стать свидетелем судьбы страны, находящейся под контролем Тахамару. Тахамару обещает защищать нацию и благодарит ее за ее жертвы. В то же самое время Дорора заперта в камере. Глубоко обеспокоенная тем, что Хайкимару теряет свою человечность, леди Нуи резко открывает дверь тюрьмы, позволяя Дорора сбежать. Дорора озадачена этим неожиданным проявлением доброты и недоумевает, почему она помогает ему. Леди Нуи заявляет, что не хочет, чтобы еще один ребенок был принесен в жертву так же, как ее собственный сын. Затем она спрашивает о состоянии Хайокимару, и Дорора выражает свою обеспокоенность, полагая, что Хайокимару не должен был испытывать все те трудности, с которыми он столкнулся. Из ниоткуда появляются два охранника, но жена Дага быстро реагирует и прикрывает Дорора своей одеждой. Затем она ведет Дорора к потайному туннелю, ведущему наружу, откуда она может сбежать на лодке. Дорора просит леди Нуи сопровождать ее, но она просто благодарит Дорора за то, что она всегда была рядом с Хикимару. Позже, несмотря на предупреждение Дорора о том, что Хикимару может не простить ее и даже потребовать возмездия, она решает присоединиться к Дорора. Ее желание увидеть своего ребенка заставляет ее пойти на этот риск. Однако их экспедиция принимает неожиданный оборот, так как лодка терпит крушение из-за сильного течения. Дорора в конце концов приходит в сознание и сталкивается с Вамару, который сообщает ей, что их спасли местные жители. Дорора наносит визит леди Нуи, которая активно помогает бедным жителям этого района. Когда жители деревни спрашивают, является ли она женой Дага, Дорора отрицает это, чтобы сохранить свою личность. Позже другие местные жители сообщают Дорора о плачевном состоянии их поселений. Они рассказывают, что несколько соседних деревень были сожжены дотла, чтобы предотвратить распространение эпидемии, а их богатства были украдены. Эта несправедливость привела в ярость жителей деревни, которые постоянно несли на себе основную тяжесть усилий страны по поиску решений. Дорора решает поговорить с леди Нуи, объяснив, что они должны оставаться в этом районе из-за продолжающихся боевых действий. Леди Нуи делится с Дорора травмирующими воспоминаниями о том дне, когда родился Хайкимару. Она вспоминает, как слышала, как он плакал, прежде чем ослепительная белая вспышка лишила его всех частей тела. Несмотря на катастрофу, она все еще обожала его. Дорора проявляет беспокойство, подразумевая, что если они не смогут изменить Хайкимару, он сам может превратиться в монстра. Вскоре после этого один из жителей деревни предупреждает их о приближении армии Дага. Местные жители объясняют, что на севере огромная сила, известная как демон, уничтожает целые армии. Хайкимару, сидящий верхом на демоническом коне, несет ответственность за эти нападения, о чем они сами не подозревают. Тем временем Мицу отправляется в зал ада, чтобы заключить контракт с 12-м демоном. Она готова пожертвовать своим собственным телом, чтобы спасти страну перед смертью. Однако Тахамару и Хёга мешают достижению ее целей. Они понимают, что единственное тело, с которым стоит заключить контракт, это тело Хикимару. Дорора просит леди Нуи выразить свои истинные чувства к ее сыну, когда они приближаются к демону, о котором сообщалось. Дорора надеется, что, отправив это сообщение, Хикимару не потеряет свою человечность. Хикимару верхом на демоническом коне прибывает к Тахамару и его людям, которые заключили пакт с самими демонами. Теперь Тахамару обладает глазами Хикимару. Благодаря этому пакту у двух его подчиненных также отсутствуют руки Хикимару. Когда он бросается на них, Хикимару заявляет, что все части тела, которые они получили, принадлежат ему. Хикимару и Тахамару вступают в яростную битву. Несмотря на свою решимость, Хикимару трудно нанести им урон, потому что они значительно окрепли в результате своих демонических соглашений. Тахамару описывает их план по похищению оставшихся частей тела Хикимару, чтобы сохранить свои соглашения. Когда Дорора и леди Нуи прибывают на место происшествия, Байвамару предупреждает их об опасности. Он также отмечает похожее присутствие, которое он ощущал раньше в зале ада. Леди Нуи говорит, что именно там находятся 12 демонов, которые украли части тела Хайкимару. Байвамару рассказывает, что единственный демон, который не смог проглотить части тела Хайкимару, был причиной того, что Хайкимару выжил и привлек внимание других демонов, чтобы они поглотили то, что от него осталось. Дорора обеспокоена тем, что Хайкимару не восстанавливает части своего тела, особенно глаза и конечности. Тахамару и его подчиненные, по словам Байвамару, обрели силу демона, и 3 из его недостающих частей тела теперь находятся под их контролем. Внезапно в бой бросается маленькая лошадка, которая оказывается потомком демонической лошади. В результате этого отвлекающего маневра приспешники Тахамару могут напасть на демонического коня и причинить ему вред. Демоническая лошадь, с другой стороны, умудряется хлопнуть в ладоши обоих своих приспешников, прежде чем умереть от полученных травм. В последние минуты своей жизни она приветствует своего собственного ребенка. Тахамару оплакивает потерю своих подчиненных, но эта трагедия побуждает Хайкимару вернуть себе оружие. С его возросшей силой он едва ли может использовать свои мечи для защиты от Тахамару. Леди Нуи пытается приблизиться к нему,
но Тахамару не дает ей этого сделать. Хайкимару убегает. Он расстроен тем, что никто не понимает его отчаянной попытки вернуть себе свое тело. Он сомневается в определении слова «человек». Тахамару подходит к руслу реки и вступает в бой 1 на 1. Тахамару изо всех сил пытается атаковать и защищаться во время их схватки, потому что восстановленные руки Хайкимару дают ему дополнительную дальность для ударов. Тахамару в конце концов убегает, а Хайкимару следует за ним по пятам. Тем временем Дорора в ярости на жителей деревни за то, что они рационализировали жертвоприношение трупа Хайкимару ради процветания их земли. Хотя леди Нуи признает правду в их замечании, она также напоминает им, что их новообретенное процветание не продлится долго, потому что оно основано на страданиях Хайкимару. Дорора страстно говорит о том, чтобы стать сильнее и вернуть то, что по праву принадлежит им от самураев. Тахамару приходит в замок и убирает всех, чтобы он мог сразиться с Хикимару в одиночку. Хикимару прибывает в замок, и их яростная битва продолжается даже тогда, когда замок сгорает дотла. Дорора спешит в замок, чтобы спасти Хикимару, зная, что им предстоит долгий путь. Она надеется, что Хикимару не станет демоном в своей одержимой охоте за недостающими частями своего тела. Госпожа Нуи пытается вмешаться и помешать своим сыновьям сражаться в самой гуще битвы с помощью Байвамару. Тем временем на остров прибыл Джукай, чтобы положить конец действиям Хикимару. Тахамару заявляет о своем праве собственности на замок, поскольку конфликт между Хикимару и Тахамару продолжается, подчеркивая, что он никогда не будет принадлежать Хикимару. Тахамару, с другой стороны, мучают воспоминания об эмоциональной отстраненности его матери от него. Хикимару задается вопросом, почему Тахамару чувствует себя неполноценным, несмотря на то, что у него есть все необходимое. Тахамару настаивает на том, что ему ни на что жаловаться, и обвиняет Хайкимару в том, что он все у него украл. Конфронтация приводит к эффектному падению с замка. Во время путешествия по тайной тропе мать Хикимару встречает Джукай, который идентифицирует ее как мать Хикимару из-за их сходства. Во время дуэли Хикимару размышляет о своей жизни и обнаруживает, насколько он похож на Тахамару. Вместо того, чтобы хлопать Тахамару в ладоши, он решает обезоружить его, просто перерезав его меч. Тахамару оспаривает решение Хайкимару и говорит, что не совсем понимает, почему он это сделал. Тахамару подчиняется Хайкимару, признавая, что Хайкимару всегда был на шаг впереди него. Однако глаза демона начинают искриться, когда он пытается доминировать над Тахамару. Тахамару в отчаянной попытке убирает глаза и возвращает их Хайкимару. Гигантский демон появляется из ниоткуда, пытаясь поглотить Хайкимару, но он побеждает его. Его протезные глаза выскользнули во время операции, что причинило ему сильный дискомфорт. Дорора решил пойти по тому же пути, что и леди Нуи, увидев, как разрушается замок. Джукай и мать Хикимару прибывают как раз вовремя, чтобы спасти Хикимару от падающих обломков. Его мать делится с ним своей любовью и печалью, а Джукай дарит ему статуэтку богини, которая направляет его и сохраняет его человечность. Они ведут его в коридор, где его ждет Дорора. Прежде чем пламя заслонило ему обзор, Хикимару открыл глаза и увидел свою мать и Джукай. Дорора ведет его в безопасное место, когда он падает в коридор. Тем временем леди Нуи извиняется перед Тахамару за то, что бросила его, но предлагает остаться рядом с ним. После этого замок рушится, заманивая их в ловушку внутри. Хайкимару говорит Дорора, что небо великолепно, и хвалит ее внешний вид, когда Байвамару тащит их наверх. Дорора краснеет, когда понимает, что к Хайкимару вернулось зрение. Они становятся свидетелями разрушения замка и ощущают ужасную дрожь в горах, вызванную падением последней статуи демона. Тем временем служитель уведомляет Дага о пожаре в его замке и вероятной гибели его жены и сына. Дага, с другой стороны, продолжает бунтовать и начинает битву против клана Сакура, которая заканчивается поражением его войск и потерей тысяч людей. Дорора на следующий день сообщает жителям деревни, что она поможет им стать сильнее, используя деньги, оставленные ей отцом. Она просит их подождать, пока она вернется с деньгами. Хайокимару, с другой стороны, отправляется в Залада, где встречает своего отца Дага. Дага выражает свое желание заключить еще одно соглашение с демонами, чего бы это ему ни стоило. Это необходимо для того, чтобы сохранить свой статус самурайского лорда. Он размышляет о своих прошлых ошибках, в том числе о том, что он лично не похлопал Хайкимару, когда тот был младенцем, и вместо этого оставил это на попечение акушерки. Хайкимару, с другой стороны, решил не убивать Дага, вместо этого оставив статуэтку богини, которую ему подарил Джукай. Хайкимару сообщает Дага, что теперь, когда он вновь обрел свою человечность, он будет прокладывать свой собственный путь и предупреждает его, чтобы он не становился демоном. Хайкимару выходит из комнаты, оставляя Дага в слезах, когда он размышляет о том, что могло бы произойти, если бы он не заключил связь с демоном. Он понимает, что у Хайкимару есть сила предложить земле богатство, к которому он стремится, и Дага умирает от потери крови. Хикимару прощается с землей и отправляется в свое собственное путешествие. Бвамару уже сообщил Дорора,
что Хикимару, скорее всего, не вернется, предпочитая прокладывать свой собственный путь. У Дорора разбито сердце, но она знает, что когда-нибудь они снова встретятся. Аниме заканчивается тем, что каждый из них отправляется своим путем.